Оля, ¿qué tal? На связи школа испано-аргентинского языка Киталь Аргентина. С вами Леонид и Валерия. Валерия, привет. Всем привет. Валерия, преподаватель. Да, я преподаватель школы Киталь Аргентина. На данный момент преподаю группы партикулярные и интенсивы уровня А1. Партикулярные, ты сказала? Ну да, партикулярные. Я по-русски этого слова не знаю, если честно. Ну, партикулярные, хотела сказать больше, специфические группы некоторых часов. Специфические группы — это кто, дети? Нет, старшие люди уже. Это специфические клиенты. Да, можно специфические клиенты, да. Отлично. Сегодня мы разберем с тобой песню, и не только с тобой, еще с нашими юными зрителями, «Ола Пердида». Оля Пердида. Пердида. Вообще, откуда я про нее узнал? Маленькая предыстория. Когда я приехал в Аргентину, я увидел баннер на улице, белый плакат такой, где было написано «Ола Пердида». Оля Пердида. Я перевел это в гугле, и было написано «Привет, потерянная». И я подумал, что за херня? Пошел в школу, задал преподавателю, преподаватель сказал, ну это какая-то местная типа тема, что-то типа от человека ушла девушка, он написал «Привет, бывший». Я думаю, а зачем это вешать на доме? Вот, ты можешь рассказать какое-то объяснение этой фразы? Объяснение, в общем-то, дословно перевод так и есть. Здесь очень сильно это используется, особенно когда человек хочет вернуться к своей бывшей. Оля Пердида, ¿cómo estás? Как бы вот мы давно не разговаривали, я вот появился, это Оля Пердида. То есть давно мы не виделись, и это, иногда просто, чтобы так повешать такой, как бы, если что-то так вывесить на улице, это просто, и многие так высказывают. Это как на асфальте писать там «Лера, я тебя люблю». Да, та же самая история. То есть здесь он хочет, чтобы она вернулась к нему? То есть он вешает плакат, чтобы она прошла мимо его дома? Увидела. Или он специально сделал плакат у ее дома? Не, специально просто так повесил, а может возле ее дома, я точно не знаю. Не у своего же дома, она же вряд ли пойдет около его дома. Всего нет, но смысл в том, что да. Он хочет, чтобы она вернулась. Да. Проблема в том, что там не было подписано, кто хочет и кому надо вернуться. Да, таких в последнее время я очень много видела, связано Оля Пердида, Оля Фрия, то есть ты как холодный человек, Оля Фрия, ¿cómo estás? Тоже. Это тоже хочет, чтобы вернулась? Да. Типа моя холодышка, да? Да. Льдинка моя. Ага. И почему мы еще разбираем эту песню? Потому что, если зайти в Spotify, она в топ-1 во всех аргентинских чатах. Видела не именно топ-1, но топ-50 точно. Может быть, уже она откатилась, уже песне 4 месяца, если мы... здесь это не видно, но песня 4 месяца. Но когда я открываю Spotify, чтобы немножко подучить испанский язык, она была всегда на первом месте. Я думаю, окей, первый раз, когда там слушала 4 месяца назад, я ни хрена не понял. Сейчас намного все лучше, и мы с вами будем смотреть и слушать маленькие кусочки, там по 20-30 секунд, я буду пытаться это перевести, а Валерия поможет нам перевести это более корректно. Да, во всяком случае, большинство, не все, но во всяком случае, эта песня достаточно неплохо есть произношение некоторых артистов. Не все случаи такие, но именно эта песня я С учетом того, что они рэперы, по-моему, да? Да. Но это не совсем рэп, это в стиле бачаты, бачата-кумбия. Да, но в данном случае их реально можно понять. Слова обычно, когда вот такие парни поют, понятно ничего. Вот. Давай начнем, чтобы все понимали, о чем мы говорим. Он, кстати, не один, их два. Я вам скажу больше, ребята, внизу будут писаться субтитры, они встроены в это видео. То есть мы их не включили для вас, поэтому всем будет удобно. Вот на этом мы закончим. Он говорит «я пасе», но вот это «ща пасе» по-аргентински. Уже прошло много месяцев в кровати. Не совсем. Здесь идет, он рассказывает о себе. Yo ya pasé más de un mes en la cama. То есть я уже больше месяца пролежал в кровати. Просто пролежал? Да, как бы pasar el tiempo en la cama, это находиться в кровати, лежать, вставать, опять ложиться. То есть вот это вот состояние... Типа депрессии у него. В стиле депрессии, да. Я pasé más de un mes, я уже больше месяца лежу в кровати. Ага. Экстраньядоте. Экстраньядоте. Это слово очень экстраньядота. Нет. Это все происходит со слова экстраньяр. Это странно. Экстраньяр. Я знаю экстранью по-английски. Нет, экстраньяр это скучать.
А, серьезно? Да. Extrañándote имеется в виду скучаю о тебе. То есть по тебе. Extrañándote. То есть это экстраньяндо и плюс Т. Т, да. Это в стиле возвратного глагола Да. extrañándote a vos. Cada mañana. Каждое утро. Каждое утро. Cada mañana y ya me están matando las ganas. И уже я нахожусь матандо, не знаю такое слово, извиняюсь. Матар это убивать. Убитым. Las ganas это цели, по-моему, достижения Не какие-то. совсем, в этом суть нет. Ганар это выиграть. Ганас это желание. То Убить есть, своими желаниями? наоборот, желание меня убивает. Me están matando. То есть именно желание, las ganas, ellas me están matando a mí. То есть las ganas главнее. Да, то есть они меня убивают, желание меня убивает. То есть он рассказывает о том, что он месяц уже лежит в кровати, я по тебе скучаю, все, у меня желание просто убивает. Desamarte a ver si aún me amas. Ой-ой-ой, мы потеряли самые ключевые слова. Но мы их знаем, на самом деле, по переводику. Он говорит «de chamarte a ver si aún me amas». Шамарте, опять шамарте, звоню тебе. Да. Значит, а почему «de» приставка? Ну, потому что там оно получилось, чтобы фразы в тексте получились правильные, можно было их спеть. То есть, получается, me están matando las ganas, делать чего? Что сделать? De chamarte, то есть желание тебе позвонить. Вот она в чем суть. Желание тебе позвонить. А версии посмотри, если аун это также не. Если ты все еще меня любишь, да. амас. То есть он говорит, что его уже бывает желание позвонить и посмотреть, любит ли она его все еще или нет. Давайте сначала еще раз послушаем эту историю. Hola perdida, este tema es para vos, que no me llamas todavía. Y dice algo como esto. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana. Y ya me están matando las ganas de desamarte a ver si aún me amas. Dígale a ese tal orgullo que se debo algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir. Поехали на длинный разбор. Здесь у нас получается по два куплета, он вставляет текст по два. Да. Спасибо вам большое, ребята. Но слова тяжелые для меня на самом деле. Диганле. Дигале. Дигале. Просто если мы откроем сейчас в Гугле перевод этой песни, написано Диганле. И непонятно, кто написал правильно. Здесь написано правильно. Дело в том, что Дигале это получается как бы именно ты скажи, а далее оргullo, то есть этой гордости. Дигале это получается вы, множественное число, это единственная деталь. Смотря где текст может быть правильный, но контекст получается тот же. Как кто-то сказать именно этой гордости. Скажи мне, получается в данном случае. Нет, то есть как бы ты скажи этой гордости. Dígale a ese tal orgullo. Аргущо. Гордость. Ну да, дигале, опять дигале плюс ле. Да. Они присосали да, вот это ле. Ле, те, се, это все. То есть здесь очень много слов, к которым присосали концовку. Да, эта концовка, это сразу как бы обращение кому-то, первое лицо, второе лицо. Скажи, таль это как бы тому. той гордости, что она идет альго к другую, не к тебе, типа, что она идет к другой, а не к тебе, так что ли? Нет, не совсем. Здесь смысл идет в том, что как бы скажите этой гордости, глагол шевар это брать или забрать, что эта гордость забрала то, что этой гордости не принадлежит. То но есть suyo. Algo что-то, que no es suyo. Что-то это не именно этой гордости. Suyo это его. Что-то, да. Его, ее. Да, то есть гордость забрала то, что это этой гордости не принадлежит. Отличная ассоциация. Суши. Суша, суши, суши, да, тоже суши это что-то, да. Он говорит Сузу, потому что он испанец, я так подозреваю, да? Он не испанец, но он не местный аргентинец. Но при этом он в топ-чатах Аргентины. Да, песня, дело в том, что Киа, по-моему, 100% аргентинец, по-моему.
Muy a ver. Окей. Porque siempre, потому что часто, часто. всегда. 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 Да. Всегда. Fuiste это был в прошедшем времени ты. Ну да, ты в прошедшем времени. Ты был в прошедшем времени, потому что всегда ты был для меня только для меня, только для меня? Так Нет, что ли? Fuiste это сразу обращение, то есть fuiste para mí sola. Sola, здесь женский род. Сейчас, то есть ты была только для меня. Для меня одна, да. Да, para mí sola. А потом он говорит, para mí te quiero... там какая Там фраза? decir, по-моему, написано. Сейчас мы найдем в переводе. Да, te quiero decir. Хочу тебе сказать. Да, если не ошибаюсь, в тексте должно быть написано porque siempre fuiste para mí, sola, запятая, para mí, запятая, по идее. Запятая, то есть, te quiero как будто decir. только для меня, te quiero decir, что может быть te quiero decir? Хочу тебе сказать. Да, и te quiero decir, и сразу, по идее, должен появиться припев. Мгм. И давайте его послушаем. Porque siempre fuiste para mí, sola para mí. Te quiero decir, hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a serte mía, porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a serte mía, porque un amor así no se olvida. Ну, припев, кстати, выглядит простым. Простой, и он повторяется, по-моему. Простым и веселым. Да. Сой, що, это я, твоя бывшая любовь в твоей жизни. Да, бывшая любовь в своей жизни, да. Хоть что-то, хоть целую фразу перевести. Вольви, это ты возвращайся ко мне, да? Нет, это я. Вернулся. Да. Подожди, вольви пара вольвер. Вернулся, чтобы вернуться? Вернулся, чтобы volver a hacerte mía, то есть сделать тебя моей. Вернулся, подожди, еще раз. Вернулся, чтобы вернуть как бы тебя ко еще мне? раз, да, как бы еще раз вернуть тебя ко мне. Вольви, это в прошлом, я в Да. прошлом, я в прошлом вернулся, чтобы вернуть тебя ко мне. Да, volver a hacerte mía, почему? Потому что он рассказывает о том, что как бы один раз она уже была его девушкой, а сейчас Ага. volver a hacerte mía, то есть как бы еще раз. Нет, чтобы но ты была моей. он хочет, да, но почему он говорит, что вольви в прошедшем? Он говорит, что я тогда вернулся, как бы. Нет, что ahora volví. То есть как бы он рассказывает, Оля perdida, то есть я вернулся, теперь я нахожусь здесь, я вернулся к тебе, получается. Ты как бы привет, Всё, я вернулся привет, сейчас. пропавший, я вернулся сейчас, чтобы Да, как я бы вернулся. завоевать тебя еще раз, чтобы ты была еще раз моей. Имеется в виду, там, вернулся минуту назад, Да, чтобы да, тебя да. сейчас Он вернуть. прям написал, душ, открыл дверь, Вольви, я вернулся, вот все, я А. нахожусь здесь, теперь ты будешь моей. Все, принято. Потому что любовь не потеряна, да? Не совсем. Не забыто, Así. не забыто. Да, Альвида Чавес, забыть ключи, типа. Да, olvidar это забывать. Porque un amor así no se olvida. То есть именно такая любовь не забывается. Потому что такая любовь не забывается. Амор, оси, что у нас значит в данном контексте? Вот Оси. так. Вот так не забывай. Оси это вот так. Un amor así. То есть именно в этом случае, если перевести на русский, получается такая любовь. Такая любовь. Un amor así. Но часто аргентинцы вообще говорят асиес, там что-нибудь такое. Так и есть. То есть это вот, кстати, вот как, Así, вот так вот. это какой-то слово-паразит, мне кажется, нет В здесь? стиле, да, и он имеет очень много контекстов. То, что имеет аргентинцы, это то, что очень много слов, глаголов и т.д. т.д. имеет очень много значений. И даже если приставка, возвратный глагол, в зависимости, где оно стоит, но там целое дело. Но факт в том, что в зависимости иногда от где стоит это слово, оно меняет значение. Но в этом случае оно рассказывает, что именно такая любовь не забывается. То есть, как бы я вернулся, и я прямо здесь появился, потому что такая любовь не забывается. Нам нужно перевести песню Ромы Зверя, потому что такая любовь, по-моему. И Porque там un будет, amor así. и там будет тоже вот это оси. Porque un amor así. Так и будет. Un amor así no se olvida. А сейчас выйдет второй чел. Да. Los besos que nos dimos ayer y el momento en que nos conocimos, ve. Esta noche pensándote detrás me pasé. Andabas perdida, pero ahora te encontré. Dando vueltas suelta por ahí. Tu boca dice que no, pero tus ojos sí. Baby, sácame ya de este frenesí. Que para estar contigo sé que yo nací. Пора
притормозить. Выходит наш парень и говорит: Рикьердо, я помню твои поцелуи, которые нас, Димус, nosotros, нас, Димус, что такое Димус? Дар давать. Нам дают вчера? Nos dimos в прошедшем времени. Нам давали вчера? Мы давали друг другу. Nosotros nos dimos. То есть я помню те поцелуи, которые мы дали друг другу вчера. Los besos que nos dimos ayer y el momento. Кстати, он говорит Ашер, он значит аргентинец все-таки. Это да. Этот Ну, чел. просто вышел другой. Ну да, я и говорю, мы раскусили его, Да. как вычислить аргентинца, да? Даешь Да. ему любое слово с Ашер. игреком, типа, Да, и... мы ее называем Y, да, Y, или добле L, мы там говорим Ашер, Шаве, Шувья, Шерва, Шо. Что угодно. И всё стало. Ши. Так что если слышите Ш, это 100% аргентинец. Или как минимум долго там жил. Да, минимум. Ну или как минимум начал учить испанский в Аргентине, И очень исключительно. хорошо разговаривает. Я, Тоже например, может если сейчас поеду в Испанию, я по-другому даже не пойму, как сказать. быть. Не, у них получается я, в, ё, у них больше звука И, а у нас больше Ш. Да. Дальше. Yes. И момент, который нас познакомил детка. Ну да, момент, в котором мы познакомились. ББ это, детка, Да. типа, не ребенок. Да, Ты ну, бейба, само по себе типа. то же самое, ББ получается ребенок, но в этом, как говорится, контексте, в этом случае, да, получается как бы дед. Que nos conocimos, ve, esta noche Этой ночью. Что такое пенсандоте? Я понял, что Пенсан. я тоже понял, что ты это приставка. Да. Пенсандо. Думал, да? Думая о тебе. Pensando Pensándote. Estoy pensando, типа. Да, estoy pensando. Думая, что такое детрагос? De tragos. De tragos. Это наркотики, типа, какие-то? Нет. Жидкие? Да, нет, имеется в виду, в смысле, Алкогольные да, напитки? алкогольные напитки. Un trago. Мгм. Vamos a un bar a tomar unos tragos. То есть, Ага. пойдем что-нибудь выпьем. И здесь, по идее, оно стоит наоборот, но, в общем-то, чтобы получить рифма, но оно тоже написано правильно. То есть, esta noche pensándote de tragos me pasé. Pasarse de tragos, то есть, как бы, слишком много выпить и Отъехать. трезвое состояние, да. Давай еще раз эту фразу полностью переведем. Этой ночью, думая о тебе, пьяным, я так понимаю. Ну да, как бы я оказался пьяным. То есть, от того, что я столько тебе думал, я начал пить, и все, я переборщил. То есть целая история вот в 5 словах получилась. Да, чуть больше, да, полная история получается. pensándote de tragos me pasé, andabas bien. Андабас. Андабас. No sé qué es esta palabra. Андар это был в стиле Андар это ходить. вести, по-моему. Андар, нет, это манихар. Это манихар. А есть Андар. еще андар кататься же, нет, на самокате. Да. Но и вот когда имеется в виду андар пердид, это значит, когда ты гуляешь, находишься, ты просто ходишь, ты находишься. То есть у тебя нет какой-то цели, и ты никуда не идешь, в общем-то. Андар пердида, как бы я хожу, и, в общем-то, я... Хожу потерянный, да, он имеется в Да, виду? как бы ты ходила, ты была потеряна. Подожди, у нас есть слово пассиар. Да. Это ходить. Это ходить без цели Потеряна как раз. больше гулять. Да, ну вот, без цели. Потом есть каминар. Это когда ходить. ты гуляешь с целью. Да, это ходить. И теперь у нас еще андар появилось. Андар. Третье. Это ходить без цели опять. Да, тоже в стиле. То есть это равно пассиару примерно. Да, в стиле, да. То есть, Пассиар, пердида, оно даже звучит нехорошо, но андар, да, здесь андар пердида. И андар еще может быть андарен биси, на велосипеде, андарен скейт, Скейт, андарен да. мото, андарен. Единственное, что меняет глагол как бы андар, когда мы имеем в виду о транспорте или передвижении, это с машиной, это уже манихар. Манихар, да. Так что это единственный такой случай. ну, чуть больше байка, и ты сразу Да. манихаришь. Потому что сидеть теперь по-настоящему Манихаришь. сидеть работать, да. Окей, значит, брожу, ну, типа, хожу-брожу да. потерянный, потому что сейчас ты энконтре со мной в контракт, типа? Нет, не совсем. Как бы он рассказывает, что ты бродила, но теперь, то есть pero ahora, но теперь te encontré. Найти. Encontrar это Найти, находить. да. Но теперь я тебя нашел. Ты бродила, то есть Да. не я такой, типа, лошара, Andabas, а типа ты бродила. Да. Андаба, иначе, если То есть ты андабас, это спаситель любви, да. Perdida, pero ahora te encontré, dando vueltas sueltas. Dando vueltas suelta por allí. Дандо. Я только слоненка знаю такого. Дарвельтас. Кружусь? Да. То есть ты там дарвельтас как бы ходить и бродить, и там, не знаю, сделать 3 круга, 4 круга. То есть вот эта фраза двойная. Dando vueltas. Дарвельтас, да. Делаю круги, типа, да?
Сейчас, в настоящем времени. Dando vueltas, да, постоянно. Делаю круги, суэльта. Suelta, свободно, как бы свободно. Суэльта это свободный? Suelta. Как бы soltar это отпустить. А, Andar, dar vueltas suelta, как бы гулять, как бы свободно. Свободно как гулять. еще можно суэльте использовать слово? Я его не слышал, если честно, ни разу. Не знаю, Обычно свободно я это всё-таки- либра там какой-нибудь. Да, но имеется в этом контексте оно получается как бы свободно, потому что я вот взяла что-то, мне говорят soltали, как бы отпусти, soltали. Ну здесь voy caminando suelta. Я хожу и никто меня не держит. Вот оно, корень Я истории. никому даже, получается, не принадлежу даже. Пор аши это здесь типа? Да, где-то там, por ahí, где-то там. Por ahí. Por acá иначе, здесь это как. Да, Por ака ahí, здесь, а и ahí, там. аши, аша. Да. Está por ahí, tu boca dice. Твой род, хоть здесь я справился, Дисия решает, Decía. ты решаешь. А, говорит. Decir. Твой род говорит, что... Что? А, No. что... говорит, что но... Твои глаза да. А, твой род говорит типа нет, но на самом деле я смотрю в твои глаза, типа они говорят мне да. Да. Классическая Да, фраза. Ура. Muy bien. Que no, pero tus ojos sí. Baby, sácame ya. Сакама ща де эсте френеси. Френеси. Сакама это выбросить, типа. Саками. вытащи, да, Саками убери. здесь имеется в виду? Или это опять сака плюс ми? Да, сакар это как бы вытаскивать. Вытащи Сакар меня. есть Вытащи меня. Вытащи меня уже из этой, я так понимаю. Да, de este frenesí. Френеси кейс. В стиле букля. Кого? Un bucle. Это какая-то постоянная ситуация, цикл. Замкнутый цикл. Да, замкнутый цикл. Эффект бабочки. Да, в стиле эффекта бабочки. Este frenesí. Que va a estar contigo. Почему здесь кепа и после па такой значок? Очень часто в песнях, чтобы укоротить слова, и можно было его вставить как бы во фразе или Да. в тексте, и был постоянный ритм и была рифма, убирается последний РА, то есть там написано, чтобы быть с тобой, para, que Ага. para estar contigo, здесь получается para estar, буква и будут произноситься вместе, А как понять, что это пара слова? она запоминается. Ага. Что пара и стара, чтобы быть вместе, Быть с тобой, быть с contigo. тобой, наси это рождаться, нет? Да, насыр это рождаться, наси, прошедшее время. Что мы рождены, типа. Да, то есть... Мы рождены, чтобы быть вместе. Если. Да, но получается наоборот. То есть, чтобы быть вместе, для этого я родилась. Если, А. если переводить дословно, оно, конечно, выглядит некрасиво, но que para estar contigo sé que yo nací. То есть, чтобы быть с тобой, я знаю, что я для этого родился. Потому что sé, я знаю. Это просто ты такой мастера ловеласа, да, здесь? Ну да, был. Sé que yo nací. Me enteré que con el funa. Давай послушаем еще до этого момента еще разок. Ну, вот эту фразу с этим чем. Besos que nos dimos ayer. Y el momento en que nos conocimos, ve. Esta noche pensándote otra vez me pasé. Andabas perdida, pero ahora te encontré. Dando vueltas suelta por ahí. Tu boca dice que no, pero tus ojos sí. Baby, sácame ya de este frenesí. Que para estar contigo sé que yo nací. Me enteré que con él fue una crisis. Ну, а теперь начинается мясо, да, у нас? Ми энтера ке кон эле фуе уна кризис. Я зашел, типа, энтера? Нет, entrar это заходить. Так. А здесь enterar. Энтерар. И что Как бы это? я узнал. Энтерар узнавать. Да. Я узнал, что ты была. Нет, с кем? То есть con él. С ним. Конель была в кризисе. Да, что как бы состояние или когда ты с ним гулял, это был кризис. То есть это С ним это с кем? Еще? con él. С Это Элли. неизвестно. То есть мы знаем, что он типа он с ней разговаривает, или он хочет ей позвонить, и он хочет ей сказать, я знаю, что когда ты Короче, гуляла с у другим нее человеком, появился у тебя был новый кризис. чувак, новый Да. парень. И он говорит, я знаю, что у тебя с ним все плохо, и Ага. это кризис. Вот она что. ¿Cómo llego para ti? Кома, Щайко. Здесь все буквы собраны просто. Джейко это один человек. Джейко. Это имя. Да, Джейко. Что Джейкоб для тебя был легким. Ну здесь А это кома, вообще то есть как бы- изи, это вообще не английское Изи. слово. Да, они совместили.
То же самое для рифмы, они иногда совмещают, добавляют слова на английском или делают сокращение. Как Джейк, для тебя я просто easy, то есть как бы я для тебя нахожусь в таком легком положении, что если ты мне скажешь, давай вернемся, я тоже вернусь. Ага. Апаресе. Блин, я знал это слово, но забыл. Казаться? Нет? Появись. Появись. Апаресер — это появиться. А как по-английски appear, Appear, появление. Хочу, появиться хочу? Нет, он не говорит типа апаресе, как бы вос апаресе, появись. Появись, хочу, Да. верте, видеть что ли? Да. Опять вер плюс т. Да, верте. Видеть тебя, но ты меня, асер, хагас это асер, Хагас, наверное? да. Асер в каком времени? В настоящем типа? Да. Но ты меня делаешь сложным? Нет, то есть, не совсем получается, как бы появись, я хочу тебя видеть, как бы не усложняй ситуацию. No te me hagas la difícil. Как бы, это все так легко. Ага, но Как бы не усложняй ситуацию, не будь такой сложный. Интересно, так часто говорят? Да, Но no te hagas la difícil, no te hagas la difícil. Ну там говорят агас, но ты... Hagas. Но ты ми агас, да, они говорят? Да. No te hagas, как бы ты не делай из себя. Сложность. Да. Но te me, как бы ты не делай из себя для меня сложно. Фу, надо выпить сегодня. Quiero verte, no te me hagas la difícil. Sé que me quieres hacer. Se me quieres atender. Меня хочешь atender. Что такое atender? Мне кажется, в фразе там не хватает слова que, потому что sé que me quieres atender. То есть я знаю, что ты мне хочешь ответить. Atender. Atender? Можно вначале говорить, типа, я хочу тебе позвонить, Да. но это якобы, типа, я знаю, что ты хочешь мне ответить. Atender, por más que tenga Ормас для, больше, что хочу фама. Фама, быть знаменитым. То есть я знакомый из-за какой-то... Что хочу быть знаменитым, чтобы позвонить моей бывшей. Por más que tengo fama, то есть даже если меня знают, Ага. то есть я знаком ситуации, потому что постоянно звонит своей бывшей. То есть даже если у меня есть фама, то есть даже если у меня есть... меня Известность. знают, у меня есть известие, меня знают о том, Да. потому что я постоянно звоню своей бывшей. Какая-то не очень логичная фраза, да? Нет, por más que... там дальше должно быть как бы Продолжение. объяснение. Да. fama de llamar a mi ex. Объяснения нет. Нет, хорошо, тогда у нас перед этим фраза написана, ты мне ответь, Да. даже если ты знаешь, что у меня вот это вот есть постоянное... То есть он хочет сказать, что он крутой, но при этом все равно и звонит. Да. Так что ли? Да, не совсем то, что он крутой, наоборот, то есть это как типа, он звонит всем своим бывшим, он постоянно будет звонить своим бывшим, типа, зачем я буду ему отвечать? Он говорит, типа, даже если ты знаешь, что люди, как бы, говорят обо мне, о том, что я постоянно звоню свою бывшую, типа, ответь, no te hagas la difícil, вот поэтому фраза, no te hagas la difícil, как бы не выдавая из себя сложного человека. Окей. И сейчас он будет ей звонить, а пока мы вставим нашу рекламную интеграцию, приходите в школу гитары Аргентины, если хотите понять, что они говорят. Будем обсуждать и все, И все такие, темы, и сленги, и такие слова в том числе. Поехали. мне невозможно. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví. Слушаем рэп, наверное. Давайте еще раз. Рэп начинается у нас вот с какой-то там дичи. Ну, поехали. Вот после рта. Tus ojos, sí, baby, sácame ya de este frenesí. Que pasar contigo sé que yo nací. Me enteré que con él fue una crisis. Como llego para ti estoy easy, yeah. Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil. Sé que me quieres atender, por más que tenga fama de llamar a mi ex. Hola. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Dice, y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. No se olvida, no. Новая фраза. Но се альвидено. Я не думаю, что забыл. Да? Нет, оно не забывается. Нет. А. Но все видно, оно не забывается, там
якобы запятая, но как бы нет. Нет, Оно не забывается, нет. Но я так понимаю, там больше новых слов-то и не будет, судя по тексту. Нет, если услышать, там он до этого, как оно в тексте не написано, он говорит Элеусейка, то есть он рассказывает о своем имени. Его зовут Люкра, и он говорит Элеусейка, то есть по буквам Л-У-С-К. Ну, типа, как эти говорят там рэперы, там. Да, вот Элеусейка. И как там поют Эминем, Да, типа, то есть, да? он просто они добавляют как бы свое имя, так, в фоне, чтобы казалось. Ну, я думаю, что на самом деле, в целом, эта песня получилась не самой сложной. Нет. Ее реально Есть можно намного разобрать, сложнее. но мы поняли, что очень много слов являются просто прилепленные, короче говоря. То есть ты видишь слово, не понимаешь, что это такое, а потом надо посмотреть на него более внимательно Да. и оторвать концовку. Ну, это есть, как говорится, одно из... Это насмотренность называется. Да, ну и одновременно то, что иногда происходит, но это уже связано больше с музыкой, чтобы если фразы длинные, разделять на две части. Потом, например, разбирали, и было написано, а какой там ответ, а какой там контекст. То есть, например, porque, para, que. То есть, если оно разбито по фразам, и поэтому оно сразу может и непонятно. Но так нужно читать полную фразу, и, в общем-то, оно может быть более понятнее. Такой вопрос. А вот этот рэп, который он зачитал, он понятен? Вот тебе он понятен сразу, когда ты его слышишь? Да. То есть ты понимаешь прям каждое слово? И аргентинцы все тоже так въезжают? Да. То есть потому что он легкий очень или что? Нет, ну, во-первых, он произносит хорошо, и это не самая, как говорится, высокая скорость рэперов. Просто я, например, даже по-русски не всегда понимаю, когда поют рэп. Да. Нет, здесь они произносят достаточно хорошо. Плюс ко всему, когда это бачата или кумбия, они просто должны это... Ну, не то, что должны, но они постоянно произносят получше. Круто. Если слушать трэп, хотите, оставляйте свои лайки, комментарии, чтобы мы разобрали еще трэп. Нет, Слушать дуки, Нет, надо написать комментарий, да будет рэп. да будет рэп. Да будет рэп, тогда мы возьмем какой-нибудь адский рэперский клип и попробуем его разобрать. Но этот ролик будет длиться несколько часов. Скорее всего, потому что там слово за словом и смысл за смыслом, это слишком сложно. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Приходите к нам в школу учиться. Пока. Учите испанский язык. Адьос.